Мы давно хотели открыть что-то свое, работать на себя и притворять в жизнь какие-то интересные проекты. Теперь, когда у нас есть земля, материал, который на ней же и растет, и доведенное до ума жилье, самое время начать двигаться в этом направлении. Всем привет! Добро пожаловать на канал! На дворе 30 августа, и я записываю предисловие к, слава богу, уже смонтированному видео. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Ирина, и на этом канале я рассказываю о том, что мы строим на нашем лесном участке в 38 гектаров в Канаде, провинция Новая Шотландия. Наверное, из названия вы уже поняли, о чем будет это видео. Сегодня у нас немножко другой формат, поскольку, к сожалению, сейчас у меня нет возможности записывать большие информационные видео и готовить материал для них. Напишите в комментариях, как вам такой формат. И если вам интересна тема лесной жизни в Канаде, подписывайтесь на канал. Будем рады новым зрителям. Ну все, приятного просмотра! Итак, этой весной мы начали работать над нашим новым проектом. Готовим почву для старта производства. Первый этап – подготовка помещений и закупка оборудования. Правда, чтобы помещения подготовить, их сначала надо построить. Для чего в конце марта мы начали расчищать площадки рядом с домом под установку пилорамы и постройку мастерских. Сегодня у нас расчистка территории под сарай. Сейчас вот эти все елки будут пересажены на край участка, а внутри будет все спилено. Ленточками отмечены границы. Здесь территория для сарая, уже расчищенная. Тут не было деревьев, поэтому выбрали этот участок. И вот туда, где между розовыми ленточками будет пропилена дорога. Здесь все будет спилено между вот этой ленточкой и вон той. Жалко только вот этот большой клен. Придется его тоже спиливать. Спойлер, этот клен мы так и не спилили, слишком уж он большой. Да и пока и с ним достаточно места для проезда. Тут выпилили площадку под пилу и навес. Будет стоять пила. И вот туда будет идти дорога к сараю. В итоге площадку под пилораму выпилили больше, чем планировали, чтобы за пилой построить еще одно подсобное помещение. Несмотря на то, что расчистка участка происходила ранней весной, деревья уже успели напитать в себя влаги, и некоторые оказались неподъемными даже для нескольких человек. Когда валили одну из берез, она упала прямиком на пенек с воткнутым в него топором. И вот что из этого вышло. Там под ним второй. Топор короля Артура. Сверху главное раскинем. Сюда, да. Так, держи. Давай, блядь. Оставь. Держи крепко тут. Это я должен переживать.
тебе-то что, у тебя жук две? Да. Поэтому или я бы и держал. А ну? Не? Сейчас интересно. А, подожди. Мы этим клином зажали топор. Когда дорога в один конец уже пошла. И придется этот забивать, несмотря на топор. Ты, по-моему, немножко ниже ушел, и возможно... О, все, топор пойдет. Все, доставай. Оба. Что касается спиленных деревьев, то все они пойдут в дело. Береза на материал для изделий, сосна на стройматериал для мастерских. Поэтому поваленные деревья сразу были распилены на 12-футовые бревна и отсортированы по породам. Совсем мелкие деревья и ветки мы дробим на щепки, которые потом можно будет использовать для ландшафтного дизайна. Для этих целей мы приобрели специальную дробилку. Эрик, все, хорошо, давай ставим ее тут, собираем до конца. Не курим, собираем до конца. Вот так вот, видишь? Такой богомол. По грязи. Я не грязный. Я уже в обратку толкаю. Кому интересно, обычная цена такой штуковины около $2000, а мы ухватили ее за 1,5. Причем Серега забирал последнюю прямо с витрины. На них в тот момент как раз была акция в Princess Auto.
Вот такие опилки получаются на выходе. Еще как раз в это время нам предложили по дешевке старый трейлер, который мы решили взять для организации дополнительных спальных мест на нашей фазенде. Для того, чтобы загнать его на задний двор и не засадить в глине, Серега засыпал часть дороги бетонными блоками и щебнем, которые остались после частичной переделки пола на цокольном этаже дома. Сразу поставить трейлер на запланированное место не получилось, поскольку просто не хватило пространства для разворота. Этот фургон 95-го года выпуска. И вот как выглядит 30-летний дом на колесах внутри. После вырубки площадки под пилораму и дорогу начали расчищать участок рядом с домом под еще одну большую мастерскую и гараж. Изначальный план был пересадить все эти елки на границу участка. Но, к сожалению, они оказались слишком большими для пересадки, и большую часть пришлось просто вырубить. Не надо? Вот прям так? Можно ее чуть-чуть вправо наклонить, а то она... Сейчас я лазерный уровень приведу. Будем выставлять елку. Все, хорош. Одну из елок пересадили в цветник прямо напротив дома. Но что-то пошло не так, и теперь у нас во дворе красуется оригинальное красное дерево. В одну из ночей был достаточно сильный ветер, и у нас повалило несколько больших сосен на заднем дворе. Всегда жалко, когда падают большие деревья, но в этот раз это нам даже на руку. Будет дополнительный материал для нашей стройки. В какой-то момент мы осознали, что после вырубки всех деревьев нам каким-то образом надо выкорчевать все пни и разровнять участок. Еще в земле было достаточно много огромных валунов, которые надо было тоже куда-то переместить. Самым простым решением на тот момент было нанять на один день экскаватор, что мы и сделали. При наличии техники, конечно, выполнять все эти задачи намного быстрее и легче.
А еще мы попросили его помочь развернуть наш многострадальный трейлер, чтобы потом мы могли загнать его на запланированное место. Бедный фургон весь скрипел и трещал, но в итоге развернулся до нужной нам позиции. Кстати, в этот же день нам доставили нашу переносную пилораму. С доставкой пилы тоже вышла небольшая история. Изначально нам должны были привезти ее среди недели, и Серега даже брал выходной, чтобы встретить водителя и выгрузить пилу в нужное место. Но среди недели никто так и не приехал, хотя у нас было даже подтвержденное время доставки. Скорее всего, водитель, которому погрузили нашу пилу, просто отказался ехать в нашу сторону. А еще транспортная компания почему-то хотела, чтобы у нас, как у частного лица, была в наличии погрузочная техника. Ведь у каждого во дворе стоит погрузчик, а то и два. Ну так, на всякий случай. Лови, Ярик! В итоге мы настояли на том, чтобы пилу нам привезли в субботу, хотя перевозчик не доставляет грузы по выходным. Мы аргументировали это тем, что они и так сорвали нам доставку, и что в субботу у нас как раз будет работать экскаватор, который в случае чего сможет помочь с выгрузкой. Пила немного съехала с палеты, на которой лежала, и наружная упаковка была местами повреждена, но, к счастью, никаких внутренних повреждений на самой пиле не было. Большую роль в сохранении груза в целости и сохранности сыграла металлическая обрешетка, которая защищала лежащую внутри разобранную пилу. Упаковочка, конечно, молодцы. Мое почтение. Ну а потом с помощью экскаватора перевезли пилораму с проезда на временное место ее хранения. О ее сборке и первом запуске расскажу уже в следующем видео. Воскресенье, 4 мая. Короче, вчера к нам приезжал экскаватор, выровнял площадку под сарай и пилу. Здесь все было в пнях, и куча камней он тоже достал и разбросал по сторонам. Когда-нибудь предстоит еще выкорчевать все вот эти пни, которые остались после валки леса. После экскаватора осталась вот такая колея, конечно, везде. Ну, как-нибудь вручную выровняем. Еще он развернул наш трейлер, который стоял поперек. И будем двигать его потом вот отсюда, вон туда. Такая грязь на участке сейчас везде. Тут он вообще покатался знатно. Ну ничего, выровняем. Ну и последней задачей на майские выходные была установка трейлера на положенное ему место. Это мы уже делали самостоятельно при помощи пикапа.
Постарались прижать трейлер как можно ближе к деревьям, чтобы перед его входом оставалось еще какое-то пространство. Все, переставили трейлер. У этого фургона есть выдвижная часть. Вот эта секция с диваном выдвигается наружу, увеличивая тем самым внутреннюю площадь. Видимо, во время перестановки трейлера его немного перекосило, и когда выдвигали эту секцию, наружная обшивка с одной стороны решила уйти вместе с ней, но потом мы все поставили на место. Ну а в следующем видео я расскажу о том, как мы собирали пилораму и осуществляли ее первый запуск, какие возникли сложности и как мы их постепенно решаем. Поддержите это видео лайком и подпиской, это сильно мотивирует и поможет нам выпускать ролики намного чаще. Увидимся в следующем видео.